Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Очередная атака беспилотников произошла ночью по Ростовской области. Итогом удара стал пожар на складах с топливом. Александр, все эти атаки достаточно яркое явление в СМИ. А по факту, они имеют ли какое-либо значение на внутренний рынок? И второй вопрос. Практика показывает, что дробовики куда практичнее, чем антидроновские ружья. Да и звучали предложения передать зенитки и облегченное ПВО для Росгвардии для защиты. Ибо, возможно, данное явление теперь с нами надолго. Что касается первого вопроса, то, безусловно, данная тема оказывает влияние на внутренний рынок, но я, если позволите, разобью вот это влияние на две большие составляющие. Первая составляющая – объективная действительность, вторая – субъективная. Ну вот, понимаете, как философы прошлого предлагали вот это все безобразие делить. Что у нас в объективную действительность, к объективной действительности относятся? Объемы производства моторных топлив и нефтепродуктов вообще, которые поступают на внутренний рынок. Здесь мы можем обратиться к статистике, которую озвучивало Министерство энергетики. У нас несколько сейчас ограничили публикацию статистики по производству моторных топлив, но какая-то статистика еще вот в начале года публиковалась. Потом мы вынуждены опираться на данные сравнительные, которые озвучиваются либо министром энергетики, либо другими представителями Минэнерго. И вот если опираться на те данные, которые они озвучивают по отношению к летнему периоду, не к году вообще, а к летнему периоду, то мы видим, что по их данным, по данным Министерства энергетики, объем производства и поставок на внутренний рынок моторных топлив, ну, дистоплива и автобензинов выше в текущем году, чем за аналогичные периоды прошлого года. Было ли какое-то влияние при этом? Да, безусловно, влияние было. Но это влияние тоже нельзя, влияние, еще раз, объективное на объемы производства. Безусловно, было. То есть, если мы видим данные о том, что какие-то установки были выведены на внеплановые ремонты, то, ну, очевидно, влияние есть. Если горят какие-то нефтебазы, то, опять же, влияние есть. То есть, какие-то объемы просто физически уничтожены. Какие объемы? Это уже другой вопрос. И даже когда мы говорим про влияние на внутренний рынок, ну вот остановки на внеплановые ремонты тех или иных установок нефтеперерабатывающих, то мы должны делать ряд оговорок. То есть мы можем, конечно, взять, посмотреть на завод, на ту установку, которую вывели в внеплановый ремонт, и сказать, ага, мощность этой установки, допустим, 6 миллионов тонн в год, значит, 6 миллионов тонн нефтепродуктов вообще, из которых там процентов 25 примерно, мы можем так вывести, примерно будут автобензины, еще там 2 трети будет, ну хорошо, там 50 еще процентов будет дизтоплива, и все остальное это вот оставшиеся объемы, вот оставшаяся четверть, это и авиакеросины и прочее, прочее, прочее. Вот мы можем так предположить, что вот на такой объем, значит, объемы производства сократятся, но это будет неправильно. Мы так сделать можем, но это будет неправильно. Более того, если на каком-то заводе ну, по тем или иным причинам на внеплановые ремонты были выведены установки первичной переработки и какие-то установки вторичной переработки, то я замечал, у некоторых людей возникает страстное желание взять и мощность этих установок сложить. Сказать, мама родная, смотрите, видали, тут 6 миллионов, там миллион, 7 миллионов получается. Нет, не получается. Потому что сырьем для установок вторичной переработки, если отбросить несущественные для нашего разговора уточнения, вроде производства там МТБ и еще каких-нибудь соединений, вот мы эти вопросы сейчас отбрасываем в сторону и сосредотачиваемся на важном. А именно, сырьем для установок вторичной переработки являются продукты, которые идут с первичных с установок первичной переработки. И либо какие-то продукты, которые идут с других установок вторичной переработки. То есть мощность установки вторичной переработки, какая бы она там ни была, допустим, там гидроочистка, установка гидроочистки, там изодепарафинизации, в общем, неважно, любую установку берете, ее нельзя складывать с установками первичной переработки.
Потому что, скорее всего, на нее либо непосредственно с вот этой вот первичной переработки пойдет сырье. Ну, для нее это сырье, для установки первичной переработки это продукт. Так вот, либо пойдет вот с этой установки, либо с каких-то других установок будет на нее заводиться сырье. Опять же, для там, дополнительного проведения каких-то процессов, для доведения каких-то полуфабрикатов, условно говоря, до товарного качества. Допустим, вы на этой установке будете получать там, товарное дизельное топливо на установке вторичной переработки. Все. То есть мы можем взять, ну, для того, чтобы, соответственно, что же получается? Что мы для того, чтобы оценить потери производства, ну и потенциальные потери внутреннего рынка, что, кстати, тоже неверно, потому что часть подставок идет на внешние рынки, мы должны брать только установки первичной переработки, тоже нет. Потому что у нас далеко не все заводы производят товары, производят продукты, ну, товарного качества. То есть у нас, если упростить вот до нашей важной тематики, до бензинов и дизельного топлива, у нас далеко не все нефтеперерабатывающие заводы производят товарное дизельное топливо и товарные автобензины. Более того, у нас даже в новостях попадались заводы, про которые писали: это крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Ты смотришь на это утверждение, заходишь на сайт этого завода и понимаешь, откуда это утверждение взяли. Это у них такой, знаете, рекламный слоган: мы крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Смотришь на продукты этого завода: нафта, вакуумный газоиль, ну и все в том же духе. То есть это не тот завод, который производит товарные автобензины и товарное дизельное топливо. Это завод, который производит полуфабрикаты. Более того, до 90% продукции этого завода шло на экспорт. То есть это вообще не для внутреннего рынка. Но у нас есть такого рода заводы, с которых вы можете эти полуфабрикаты взять. Чисто теоретически, но можете взять, выстроить как-то логистические цепочки, довести до своего завода, где встала установка первичной переработки, и направить на свои установки вторичной переработки, загрузив их дополнительно. Вот. То есть в действительности номинальная мощность, установленная мощность этих, простите за тавтологию, установок первичной и вторичной переработки дают нам самое отдаленное представление о том, какие потери в общем объеме нефти переработки могут произойти. Добавим сюда тот факт, что у нас не на 100% загружаются имеющиеся мощности нефтеперерабатывающие, и тогда вся эта история вообще оказывается крайне эфемерной. Ну, то есть вам говорят: вот такая-то установка встала на ремонт внеплановый, и вы прикидываете, что если она через 3 месяца, как сообщает компания, выйдет из этого ремонта, то, исходя из мощности этой установки, значит, там 25% там, от 6 миллионов это автобензины должны получаться, значит, рынок не досчитался бы в годовом выражении 1,5 миллиона тонн автобензинов, 3 месяца, значит, полтора делим на 4, получаем потери за вот эти 3 месяца, пока установка будет на ремонтах, и говорим: ну вот, значит, вот столько-то не досчитается внутренний рынок. Но мы тут совершаем ошибку, потому что руководство этого завода могло перестроить схему работы таким образом, что завозится откуда-то сырье, загружается установки вторичной переработки и производятся необходимые объемы, то есть постепенно возвращаясь до выхода из планового ремонта установки первичной переработки, возвращаются к обычным объемам производства. Мы с вами подводим, точнее вас пытаюсь подвести к следующему выводу. Говорить о потерях нашей нефтепереработки в целом, опираясь на вот эти номинальные установленные мощности того оборудования, которое вывезено в неплановый ремонт, невозможно. Можно попытаться, но бессмысленно, по большому счету. А если учесть простаивающие, ну, условно говоря, в кавычках, в жирных кавычках простаивающие мощности, то что здесь мы должны делать оговорку, что часть мощностей в плановые ремонты выводится, и поэтому часть мощностей выводится в плановый ремонт, и поэтому, ну, как бы вот в годовом выражении, да, вот они выпадают, поэтому получается, что объем производства нефтепродуктов у нас там 275 миллионов тонн при установленной мощности завода в более 310 миллионов тонн. О, боже мой, вот 45 миллионов тонн 35 миллионов тонн простаивает,
Нет, это не совсем обязательно. Они простаивают. Это может быть вот те объемы, которые не считали, пока установки были в плановых ремонтах. Все, закончили про объективную действительность. Еще раз напоминаю, что по данным Министерства энергетики, объемы производства моторных топлив у нас и поставки на внутренний рынок у нас выше, чем за аналогичные периоды прошлого года, если мы говорим о летнем периоде. Июнь, июль и вот скоро, наверное, будут данные про начало августа, по крайней мере, про первую половину августа, которая уже прошла. Это одна составляющая. Вторая составляющая субъективная. Вторая составляющая субъективная. То есть люди видят новости, проводят вот эти подсчеты, что мама родная, 6 миллионов тонн, установка, значит, 1,5 миллиона бензина, если 3 месяца, то делим на 4, получаем, елы-палы, будет дефицит. Люди бегут на биржу, делают дополнительные запасы. И у нас складывается ситуация в январе-феврале, когда традиционно потребление моторных топлив находится на годовых минимумах. Ну, точнее, как традиционно. В силу сезонных факторов. Люди на даче не ездят, в отпуска ездят крайне мало, гораздо меньше, чем летом, знаете ли. Вот. Сельхозработы еще не начались, поэтому потребление моторных топлив относительно низкое. И поэтому котировки тоже низкие обычно в это время. И тут вот 24 год, котировки начинают расти. Почему? Вдруг возник дополнительный спрос на моторное топливо? Нет. Это люди побежали делать дополнительные запасы. Мама родная, вдруг будет дефицит. Таким образом, происходит воздействие на внутренний рынок. Дополнительный спрос возникает там, где его нет. Правда, где-то к весне все эти дополнительные запасы уперлись в отсутствие спроса, того самого дополнительного, и отсутствие дефицита, которого они боялись. Там несколько котировки припали, потом они с началом вот этого сезона отпусков вновь начали расти. Ну, опять же, начали расти котировки в основном 95-го бензина. Они сейчас аномально высокие. Вот пока мы записываем этот ролик, они опять чуть-чуть припали от тех максимумов, которые они достигали в текущем году. Это порядка 75 тысяч рублей за тонну. Делим на 1300, получаем цену за литр. Без усушки, утряски и прочих оговорок, которые вот коллеги требуют делать, и говорят, нет, надо на 1200 делить. Так и быть, давайте на 1300 разделим и получим цену за литр, ну вот, чуть более комфортную. Это без учета доставки, без налогов там, и без вот ряда других составляющих. Можно прикинуть, можно ли продавать по 60 рублей, это 95-й бензин, в плюс при таких биржевых котировках. Ну, если сможете, вы молодцы, в общем, ладно. Сейчас биржевые котировки, когда мы это записываем, порядка 73 тысяч рублей за тонну. Это все равно очень много. Разница с 92-м бензином крайне высокая. 92-й бензин зачастую покупают, потом покупают МТБ, ну, в текущих условиях, доводят его до как бы его октановое число доводит до показателей 95-го бензина, согласно ГОСТам. Вот. И таким образом начинают расти котировки 92-го бензина, при том, что спрос на 92-й бензин в период отпусков тоже растет. Это так, знаете, получается. У нас люди на разных машинах ездят, но, конечно, опережающими темпами растет спрос на 95-й бензин. Тут никаких вопросов быть не может. Однако, в текущих условиях, когда насыщение внутреннего рынка, по данным Минэнерго, достаточное, ну, по крайней мере, оно выше, чем год назад, можно ли говорить, что объективные факторы влияют на этот самый внутренний рынок? И нет, и да. Нет с точки зрения объемов производства и объемов номинальных поставок на внутренний рынок. И да, потому что мы не учитываем еще одно важное обстоятельство, которое вообще уходит куда-то за сферу интересов широкой общественности – логистика. И на сегодня, дорогие друзья, все, будем завершать. Всего хорошего. Дорогие друзья, с учетом замедления Ютуба, с учетом креатива нашей Государственной Думы по его полному запрещению, подписывайтесь на наш телеграм-канал, собираемся все там, и дальше там будем решать, куда мы все-таки движемся и идем. Все ссылки будут в описании к данному видео и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово нас поддержать в этом нелегком пути. Спасибо, до новых встреч! Всего хорошего.